Углы на моделях вашего окружения выглядят просто и скучно. Раньше вам приходилось тратить время на создание пасок в блендах или же вручную создавать mesh-декали. Я же предлагаю вам новое решение данной проблемы. Edge Decal Generator – бесплатный плагин для Unity, который делает модели вашего окружения вкусными в один клик. Привет, меня зовут Алексей, и это канал Redoni Production. Сейчас у меня в разработке несколько проектов. Это ужастик про слепого пацана из Anybody, демо 1.0, который уже доступно в Steam, а дневники разработки на моем втором геймдев канале. Вы можете их посмотреть. А также Roguelite Pinnacle Combat Action DFD, вдохновленный такими играми как Twisted Metal, Armored Core и Ex Machina. А теперь еще я создаю инструменты для разработки этих игр. Edge Decal Generator я делал для себя, но подумал, что многим инди-разработчикам он тоже не помешает, и будет круто его пошарить в народ. Лично я бы раньше от него точно не отказался. Этот ролик поделен на тайм-коды, поэтому если вам нужна конкретная часть, вы тыкаете просто на нее и, собственно, отправляйтесь ее смотреть. Сперва я расскажу про декали, какие они вообще бывают, чуть более подробно рассмотрим mesh-декали. Затем будет инструкция, как скачать, установить свой проект, мой плагин, а потом пробежимся по каждому из параметров, посмотрим, что на что влияет, как это использовать, в каких, так скажем, сценариях лучше использовать мой генератор, в каких делать их вручную. В самом конце поговорим про лицензию. Для начала, что такое вообще декали? Декаль – это по сути цифровая наклейка. Представьте, что у вас есть готовая модель бетонной стены. Она выглядит монотонной и скучной. Чтобы сделать ее реалистичной, вам нужно добавить на нее потеки, трещины, граффити. Рисовать это прямо на текстуре стены долго, и такую стену нельзя будет использовать повторно в другом месте, не создавая новую уникальную текстуру. Декали решают эту проблему. Вы просто наносите наклейку поверх. В современных движках декали делятся на несколько типов. Projector Decals. Они работают как настоящий проектор, светят картинкой на поверхность. Это удобно, так как они накладываются на любой рельеф. Но они могут тянуться на вертикальных плоскостях и требовательны к ресурсам, если их очень много. Texture Space Decals. Это декали, которые пишутся прямо в UV текстуру объекта. Mesh Decals. Это реальная геометрия, то есть полигоны, которые парит над основным объектом на мизерном расстоянии, чтобы исключить Z-файтинг. Это самый старый, добрый и при этом самый производительный метод. Существуют еще другие специфичные варианты, но мы сегодня их не будем рассматривать. Мой плагин создает именно Mesh Decals, но не простые, а Edge Decals, то есть краевые декали. Они нужны для того, чтобы подчеркнуть ребра объектов, добавить сколы на углах камней, потертости на металлических ящиках или грязь на стыках стен. Это позволяет использовать простые и легкие текстуры, но при этом делать углы детализированными и вкусными. Как будто на модели сделана детализированная фаска, она же bevel. На момент написания этого текста я еще не знаю, где конкретно выложу свой плагин, но как минимум вы сможете его скачать в моих сообществах в Telegram и ВК, на GitHub, куда вы при желании сможете запушить какие-то исправления и ваши доработки, на itch.io и Dust Store. Если получится, я и в Asset Store выложу. Качаем плагин формата Unity Package из указанных выше мест. С GitHub это делается следующим образом. Переходите по ссылке на страницу репозитория. И там у вас три пути. Первый, самый простой, зайдите в раздел Releases с правой стороны страницы. Там я буду выкладывать готовые файлы .unity package. Скачиваете его и все. Дальше просто запускаете файл при открытом проекте Unity. Второй вариант, ручной. На главной странице репозитория нажимаете на зеленую кнопку код, выбираете Download Zip, распакуйте архив и просто перетащите папку Redoni Tools в папку Assets вашего проекта. И третий, можно сказать, для профи. Скопируйте URL-адрес репозитория из той же кнопки код, в Unity откройте Window, Package Manager, нажмите плюс в левом верхнем углу, выберите Add Package from Git URL и поставьте ссылку. Так плагин будет аккуратно лежать в папке Packages и не будет мозолить вам глаза в основном проекте. А сейчас перейдем к тому, как пользоваться этим инструментом, какие у него есть ограничения и к небольшим лайфхакам. Запускаем наш Unity проект. Я писал и тестировал ассет на Unity 6,
Но проверял и на версии 22 года, так что все должно работать даже, наверное, на предыдущих версиях. Неважно, какой у вас рендер пайплайн, демонстрируемые материалы сделаны для URP, но вы легко их можете сконвертировать под ваш рендер пайплайн. Или же даже вы можете использовать свои кастомные шейдеры. То есть сам скрипт не зависит от рендер пайплайна. После запуска переносим Unity Package в проект, либо кликаем на него двойным нажатием. И нам предлагают добавить его в проект. Помимо нескольких скриптов, здесь также присутствуют тестовые материалы с текстурами, на которых вы можете протестировать плагин. Нажимаете ОК. Важно, что некоторые скрипты лежат в отдельной папке Editor. Они нужны исключительно для вашего удобства и визуальной составляющей ассета. Так что не перетаскивайте их в другие места, пусть лежат где лежат. Теперь у вас есть два способа взаимодействия с ассетом. Вы можете выбрать любой 3D-объект в сцене и добавить компонент HDCal Generator. Либо же, куда проще и удобнее будет зайти во вкладку Tools, Redoni Tools, HDCal Generator. В таком случае откроется отдельное окно HDCal Master с практически идентичным набором настроек обычному компоненту HDCal Generator. Через него вы можете создавать HDCals в двух режимах с созданием компонента и без него. Важно, что когда я говорю, что можно создавать декали на любом 3D-объекте, я делаю важную оговорку, что на Skeletal Meshes работать этот плагин не будет. Речь идет об обычных mesh-рендер объектах и на объектах, созданных в ProBuilder. Теперь я могу выделить нужные мне объекты в сцене и нажать Generate HDCals. Однако, чтобы все было правильно, нужно понимать, как настроить ассет для корректной работы. Первое публичное поле, которого нет в окне HDCal Master, но есть в HDCal Generator, это Source Mesh Filter. Сюда помещается ваш mesh, на котором мы будем генерировать декали. При добавлении компонента на объект это поле заполняется само. А при работе через HDCal Master оно также автоматически подхватывается из объекта. Поэтому первое, что вы должны знать, что генерировать декали нужно именно на тех GameObject, где есть компонент Mesh Filter. Если у вас сложный составной GameObject с множеством мешей внутри, и вы просто выделите родительский пустой объект, то ассет вам ничего не сделает. Поэтому в таком случае вам нужно выделять дочерние объекты, которые являются мешами. Теперь важно указать Decal Material. Вместе с плагином я поставлю вам два материала и два набора текстур. Эти материалы довольно простенькие, но вполне неплохие, и вы можете их использовать спокойно в любых своих проектах. Если же вы хотите увидеть ролик, как я создаю тримшиты, вот такие, как я могу комбинировать уже из готовых материалов, тоже пишите, я об этом расскажу. Потому что вариантов много, от создания Blender, Substance Painter до Material Maker, то есть вариантов можно сделать много видосов на эту тему. Этот ассет подходит, как я уже говорил, под любой рендер пайплайн. Если вдруг материал розового цвета, значит вам нужно поменять тип материала под ваш пайплайн, так как изначально плагин создан в проекте под URP. Параметр width, он же ширина. Он регулирует ширину сгенерируемой детали. Выставляйте этот параметр по ситуации, но умеренно. На сложных углах и на узких полигонах широкие декали могут приводить к пересечениям, к выходу за границу модели и так далее. Следите за этим внимательно. Z-Offset. У видеокарт есть давняя беда. Это определение глубины. И когда две плоскости копланарны и находятся на одной глубине, случается проблема под названием Z-Fighting. Чтобы избежать этой проблемы, есть параметр Z-Offset, который немного приподнимает декаль над мешем. Hard Edge Angle. Этот параметр регулирует, где мы будем создавать декали. Алгоритм проходится по всем ребрам и смотрит на угол между двумя полигонами, которые это ребро соединяет. Если угол больше указанного, то генерируется декаль. Поэтому крутите этот параметр в зависимости от ваших целей для данной модели. Если где-то генерируется в ненужном месте или наоборот не генерируется в нужном, то это ваш главный параметр, который поможет вам решить проблему. Wing Snap Threshold. Этот параметр отвечает за схлопывание разрывов. Работает не идеально и на сложных поверхностях может закрывать не все, но решает большинство проблем. Текстур World Size. Этот параметр регулирует Texel Density для ваших декалей, то есть масштаб текстуры. Вы, конечно, можете покрутить масштаб тайлинга в самом материале, но не советую, так как вы сможете сломать выбор тримов. Рандомизация. Галочка Use Random U Offset включает рандомный сдвиг по оси U, а U Offset Range определяет величину этого сдвига. Зачем это нужно?
Возьмем какой-нибудь искусственного происхождения паттерн и нанесем на наш объект. Выглядит правильно. Но если вместо него будет что-то более естественного происхождения, например, повреждения, грязь, мох и так далее, то на некоторых объектах будет очень сильно видна репетативность или же тайлинг. В таком случае я включаю рандомизацию. Теперь объект выглядит значительно лучше. Переходим к отдельной моей гордости и даже Q-фичи этого ассета, к нарезке тримов. Этот момент очень важный для быстрой работы и оптимизации. Вместо того, чтобы делать множество отдельных текстур и множество материалов для создания декалей, я предлагаю вам использовать трим-шиты для работы. Такой подход, во-первых, позволит сократить количество вызовов отрисовки, они же draw calls, что лучше для оптимизации вашего проекта. А во-вторых, это просто удобно и быстро. Для начала посмотрите на вашу текстуру и определите, сколько тримов вам нужно. В данном случае 4. Хотя можно использовать 12, но об этом расскажу чуть позже. Поставим trim count 4. Теперь, регулируя параметр trim-index, я могу выбирать, какую именно деталь хочу добавить. Однако, крутить trim-index не очень-то интересно. Поэтому я добавил возможность просто кликать по картинке и выбирать trim вручную. Так я забочусь о вас, о пользователе, чтобы вы не гадали индексы для каждой нужной вам полоски. Lightning Mode. Есть 3 варианта. Flat, Smooth, Hard. Они отвечают за освещение декали. В варианте Flat могут быть резкие перепады по освещению между полосками декалей, но такой вид шейдинга позволит скрыть низкополигональные модели, как будто там круглая фаска. Smooth же обладает схожим эффектом, но плавно интерполирует нормали вдоль всей длины полосок декалей, что иногда выглядит не очень. А Hard берет нормали с оригинальной модели, что обеспечит вам максимальное вписывание в окружение, однако переход по освещению на углу сильно виден. Да, то есть низкополигональность такая создается, что не всегда хорошо. Сгенерированные меши можно сохранять в отдельные ассеты. Тогда нужно поставить галочку Save Mesh as Asset. По умолчанию же меш просто сериализуется в сцене. Если галочка стоит, то меш сохраняются файлами в папку Generated Edges, что чуть дольше. Если вы работаете с префабами, то обязательно жмите галочку Save Mesh as Asset. Тогда плагин создаст реальный файл меша на диске, который префаб не потеряет при переносе между сценами. И последний параметр – это галочка Create Component. Если ее поставить, то на выделенных объектах будет создаваться компонент Edge Decal Generator. Зачем это нужно? Например, вы хотите почему-то генерировать в рантайме и написали дополнительный скрипт. Под кнопкой Generate Edge Decals есть кнопки с ссылками на мои соцсети. Подписывайтесь. Если же они вам слишком мозолят глаза, то можете их убрать в скриптах в папке Editor. Теперь, когда мы настроили все необходимое, давайте нажмем Generate Edge Decals. Если вас что-то не устраивает, например, ширина или конкретно декаль, вам не нужно лезть в иерархию, удалять сгенерированный меш. Просто поменяйте параметры и нажмите еще раз кнопку генерации. Тогда меш автоматически пересоздастся. Однако есть нюанс. Если вы генерируете декали на Mesh Pro Builder и продублируете такой объект с уже сгенерированной декалью и попробуйте перегенерировать эту деталь, то сгенерируется еще одна. Это связано с особенностями работы самого Pro Builder, так как при дублировании имя меша изменится, а скрипт сравнивает имя декали с именем меша самого. Если я выделю несколько мешей за раз, то я могу за раз им сгенерировать декали через окно Edge Decal Master. Однако, если я хочу разные декали на разные объекты, то мне нужно прокликать по нужным объектам и выбрать нужные детали и перегенерировать. Все эти декали будут, как я уже говорил, на одном материале, что повышает производительность. В комплекте с плагином поставляется 2 материала и 4 декали на каждом. В данном случае у меня 4 разные декали, но, как мы можем видеть, 3 из 4 адаптированы под прозрачность. Поэтому они получаются довольно узкими. Чтобы наглядно показать это, я выключаю вам сейчас альфа-клип. Однако ничто не мешает мне вместо разрезки на 4 трима разрезать на 12, что даст возможность сделать так, чтобы сам меш был меньше ширины, а видимая декаль больше. Вы можете менять эти параметры в любой момент, они никак не будут сказываться на уже сгенерированных мешах. А теперь про ограничения, которые нужно помнить. Один меш, один тип декалей. Если у вас на меше несколько материалов или комплексная текстура с разными видами покрытий, например, бетон и древесина, то не получится сделать так, чтобы декали отличались от материалов. В таком случае лучше разбить объект на несколько мешей. Также везде фиксированная ширина.
Если у вас есть тонкие выдавленные борозды и вы хотите широкий декаль, то можете получить проблему с выступами и пересечениями. Меши по умолчанию не хранятся отдельными файлами в проекте. Они сохраняются сперва в оперативной памяти, а после сохранения сцены сериализуются в файле сцены. Поэтому нужно нажимать кнопку «Сохранить как ассет», если вам это нужно. Работа с префабами. Если ваш объект это префаб, то сгенерированный меш не сохранится в самом файле префаба автоматически. При попытке выставить новый такой же префаб, декали на нем не будет, пока вы не примените изменения в префаб. И как я уже говорил, вам нужно для работы с префабами сохранять декали как отдельные ассеты, иначе все может сломаться. Если у меша есть изменения в scale, то это будет влиять на финальный результат. Если вы хотите равномерную декаль, то лучше генерировать на объектах с пропорциональным масштабированием. А если хотите везде одинаковый Texel Density, то лучше генерировать на объектах со скейлом 1.1.1 по x, y, z. Плагин не очень хорошо отрабатывает, если модель вся кривая косая по стилистическим меркам. Лучше всего работает на прямых углах. Поэтому если у вас сложные углы, какие-то поверхности такие изогнутые, может местами ложать. Так как нормали, отвечающие за свет, находятся в вертексах, а сетка здесь минимальная, то возможно расхождение по освещению между оригинальным объектом и декалью. В некоторых конкретных кейсах будет лучше, если вы сделаете меш декали вручную. Если вы не знаете, как делать такие вот меш декали вручную в Blender, то тоже можете написать, и возможно я сварганю для вас ролик. HDCal Generator лучше всего показывает себя на объектах окружения. Если же вам нужно украсить меш-декалями детализированный автомобиль или Hero Props, то лучше сделать их вручную. Касаемо лицензии, вы спокойно можете использовать этот инструмент в своих любых, как некоммерческих, так и коммерческих проектах. Вы можете дорабатывать и изменять его по своему усмотрению. Однако вы не можете выдавать его за свой и перепродавать. Если у вас что-то не получается, сперва внимательно пересмотрите эту инструкцию, либо же и прочитайте ее в текстовом варианте. Если вы делаете все как написано и все равно не получается, вы можете написать в комментарии в моих сообществах или мне лично, я попробую вам помочь. Если вы встретили ошибки и баги, то тоже можете сообщать. Если знаете, как их исправить или модернизировать этот проект, вы также можете сделать реквест в GitHub или присылать мне код, я его протестирую и, возможно, пропатчу ассет. Если у вас есть идеи по доработке ассета и функционалу, то тоже можете писать мне или в комментариях, я их все стараюсь читать. Будет очень клево, если вы, вот, поработав с этим плагином, сделаете скриншоты того, что у вас получилось, и скинете мне, там, не знаю, на почту или в сообщество ВК, в Телеграм, в комментариях. Лучшие работы я буду постить ссылкой на вас, так что почему бы и нет, присылайте. Как я уже говорил, мой ассет абсолютно бесплатен. В качестве благодарности я бы хотел лайки, подписки на этот канал, на канал Redoni Games. Также я буду очень рад виш-листам из AnybodyWare и отзывам как к игре, так и к этому инструменту, что улучшить, что доработать. Может, мы с вами придумаем какие-то новые фичи, которые будет интересно реализовать, которые будут вам полезны. Если же вам очень сильно понравился этот плагин и очень он сильно вам помог, и вы хотите меня поблагодарить материально, чтобы мне было что кушать, то, в принципе, можете задонатить через Donation Alerts или же Boosty, ссылки будут в описании. Если же эти варианты вам не подходят, вы можете написать в сообщество ВК или Telegram, я вам отвечу, и мы с вами обсудим. Надеюсь, этот ролик, плагин был вам полезен. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы продвинуть этот ролик и больше людей смогло поставить себе этот плагин. Также подписывайтесь на канал Redoni Production, мой канал по геймдеву Redoni Games, а также лайв-канал Redoni Live, куда я буду заливать какие-то большие видосы, не особо смонтированные. Там уже можете кое-что посмотреть. Всем пока!